Супер! Hello, everybody. I glad to see you. And we sit here and then all. Ну чё, мужики и женщины? Че, мы уже замоторились, я не понимаю? Да, мотор был. Класс. Как у вас дела? А кто начинает диалог? Да, мы пока разогреваемся. Ты игнорируешь все, что говорит Макс? Почему, кстати, подкаст наш выглядит как хозяин вот этот? Потому что мне уже надоело выглядеть как не хозяин. Шуба. Пора. Пора. Блин, а я не хотела бы думать, что подкаст ваш, как будто всех черных в России нет. Тут прямо в точку. Почему-то я тоже чувствую Подожди, а кто работал, чтобы собрать этот подкаст? Кто тут сидит, мучается? Да, они это сделали для того, чтобы все приходили и чувствовали себя здесь как дома. Типа такая Базар, позиция. базар. А на поинты черной расе сейчас зарабатывает. Это будет наше новое интро. Вот она, черная женщина. Нет, на самом Пришла деле, Милана. я думала о том, что было прикольно сделать какую-то рубрику отдельную здесь тоже. Что-то свое тоже двигать. Красиво. И сейчас все черные в директ. Братан, у меня тоже есть идея. У меня тоже есть рубрика, брат. Давай, короче, через подкаст будем башлять. Звучит хорошо. Ну, кстати, Белла, мне кажется, ты правда описала такой, типа, поддевиз Juju People. Это такой, типа, лично как я это для себя описываю, что это впервые для меня на русском языке люди говорят о том, о чем я переживаю. И, как мне кажется, мы с Максом, наша цель создать такое комфортное место для всех афро-россиян, афро-белорус, афро-казахи, афро-украинцы, афро-молдаване. Место, в котором мы можем просто почилить и поговорить о своих вещах. Потому что вот недавно мы снимали женский выпуск, и у меня такое ощущение, будто бы, будь я девочкой смешанной, я бы, наверное, чуть ли не расплакался. Потому что девочки просто, они 2 часа поливали какую-то тему, которая вот чисто про экспириенс черной девочки в России. И потом люди самое не поняли, запоминающееся это было? правильно, и начали писать какой-то. И, кстати, в комментариях многие не поняли, это настолько был, наверное, непривычно для россиян контент, что Неожиданно. многие... Да, неожиданно. Многие не так восприняли некоторые слова. А девочки просто настолько себя комфортно почувствовали, там каждая 3-я фраза была: блин, у вас тоже так? Вы что, одинаковые, что ли? Они просто все вот эту фразу говорили. Ну, это прикольно. В плане, мне такого не хватало, возможно. В моем детстве. Ну, в моем... Ну, не хватает, как будто для афросообщества не хватает какого-то объединяющего места, события. Я знаю, есть афротусовки. Вы ходите на афротусовки Я в ходил, Москве? да. Я... Ребят, скажите, вы правда, да, вот так вот категорично к белым людям, что вы прям отдельно, да? Вы прям Да нет, Да, нет, как опция, это отдельно прикольно. афротусы. Не, Афрогород. тут не то, что отдельно, а в смысле того, что когда ты растешь черный в России, где нет черного комьюнити, например, у кавказцев, у любой нации кавказской есть свое комьюнити. Не, это 100% нужно, потому что даже у меня дочь, и я хз, какие волосы расчесывать. Вот, чувак! Позвонил бы это мне, просто чел. Я тебе покажу, как расчесывать, заплетать дочку черную. Вот, в плане, моей что- уже 10. Даже вот как в раз в американских городах и сообществах там была такая тема, что люди находили, им необходимо было влиться в сообщество, чтобы Просто, что-то видишь, я- понять о себе, о взаимодействии. Жил в Питере, и там тоже же много этих сообществ мулатов и всего остального. И я замечал, что чем больше они привязываются к нему, тем больше они десоциализируются на самом деле в белом обществе. Потому Не, что мы не они- говорим категорично, что надо жестко там. Вот как семья у Сэма такая, условно, что они вот приехали и не... И с белыми, и с черными дружат, да? Нет, только с черными, что не было ни одного Понятно, белого всё, друга. откуда мы Но это... Они были иммигрантами в 80-х. Тут как бы с кем они будут общаться и все такое. Но я вот, смотря на свой детский опыт, если бы у меня не было черного отца и черной семьи, я был бы совсем другим человеком. Я очень сильно, я только с возраста начал понимать, благодарен своим родителям, своему отцу, за то, что он отстаивал, напоминал мне всегда, откуда ты, откуда твои корни. Иначе бы конфликты в моей башке, они бы привели к тому, чтобы, я не знаю, Да. я бы что-то бы с собой сделал. Поэтому... Меня Влади учил этому. О, Да. так, Вот процитирую это вот. Влади. Но это же не только Помню тут, корни. не только в России, это везде так. Да? Реклама. В плане чего везде так?
то, что сейчас мы обсуждаем, надо как-то знать свои, быть близко к ним. Я жил в Содовской Аравии, и там то же самое. То есть мы были семья, которые поехали туда. И нам очень нужно было, чтобы был там тетя, родственники какие-то или друзья. И это значит, что это не только тут, и не надо отдаляться ни от кого, надо просто, чтобы люди с тобой делились то, что, которые имеют, так же, как и ты. Я Опыт. не могу... Да, опыт, и не только вот в общем. Да и в целом просто да. вот увидеть. Вот сейчас я смотрю на 4 замечательных афро-россиян. И что по факту меняется в твоей жизни? Добившихся своих результатов, я внутри чувствую, что, да, Хорош. я здесь. не знаю, чувак, вот меня разочаровывает эта тема. Я познакомился с одним пареньком, не буду говорить кто, он тоже чернокожий. Так. Я его решил поддержать, вот с этим вот чувством, понял, что вот там, если черный, то надо помочь. В итоге он тебя кидает похлеще белых пацанов, которым ты протягиваешь это руку. принцип- И я понимаю, что мы не можем отождествлять себя с кем-то по принципу там кожи, расы, тебя также через кинут. И надо к каждому человеку присматриваться ровно за то, какой он человек, и в задницу его цвет кожи. Да нет, Базара ноль, вопрос мы не про в этом, культуру. вопрос просто Мы про культуру. про сообщество. Я люблю аниме, Культура я — это хочу наркотик. побыть в тусовке с аниме. Во, Нихера. хороший Реально? пример. Тебе лайк? Атака титанов. Про аниме. Ну Уже вот смотри, окей, давай такую же аналогию. Ты любишь анимешников, ты знаешь, сколько шизофреников, которые любят аниме? Да везде Я есть тоже шизофреники. обожаю аниме, но Есть везде дружить шизофреники. с кем-то, потому что он тоже смотрит аниме, ты такой думаешь, я же могу один посмотреть, поделать свои умные выводы, а не те даунские, Да. которые делает этот лох. Но и Ну, ты не Да, дружишь но с я этим и думаю- бросаешь этого, ты дружишь с этим и с этим, и с этим. Я и думаю, с да, этим. что нет ничего такого, что ваш Я первый хочу контакт будет аниме, основан на том, мулат, что тусовку. вы как-то похожи. Только И потом человек, как он раскроется, мне кажется, в этом нет никакой. И бывают такие, как ты сказал, что может любой момент кинуть, это, как ты сказал, не Вы зависит можете от того, нападать, что- я с удовольствием приму все эти удары. Да нет. Потому что мне чувак, это надоело шуба. отстаивать Это шуба. чернокожее сообщество, просто я устал. Мы Потому против- что Это процесс. Это процесс. Мы, чернокожее африканское сообщество в России, мы в самом зачаточном таком. Потому что у любой народности в России есть, у русских есть свои праздники, есть своя история, которую мы изучаем в школе, не зависит от того, татар ты, лезгин, кто угодно. А мы, формирование. Сэм, африканцы, ну ты не у нас можешь- пока... Камон, ты не можешь учить в русские школы историю Африки. Зачем? В этом нет Не-не-не-не-не-не-не. Я необходимости. говорю, что у каждого народа в России есть свои центры тяжести. У африканцев пока что нет. Это нормально, потому что нас очень мало, мы в самом начале, это нормально. Братан, мы и есть эти центры тяжести в данный момент. Но я Да, к тому, что и вот мы собрались. Понимаешь, что эти комьюнити, когда мы это обособляем как комьюнити, любое сообщество рано или поздно вызывает противодействие и приводит к конфликту двух сообществ, неважно каких. И чем больше мы пытаемся всех собрать и как-то их назвать, как-то их сгруппировать, это становится рано или поздно инструментом для типичной машины «разделяй властвуй». Я наблюдаю что в последнее время происходит на Западе, как наши малолетки уже реально полностью с ума сходят, потому что надо так, чтобы дети уже в 13 могли там трахаться со всеми, в суд на своих родителей и подавать. Все это дерьмище, это результат того, что мы реально постоянно всех подразделяем. Но 2023 год на дворе, нам уже пора думать, на каких других планетах Мы не можно высадиться. освободимся. от- Освободимся. Это невозможно. Это Мы об этом, возможно. кстати, говорили в выпуске с Чебдаровым. Все возможно. Мы не освободимся. Некоторые рабы в Египте также говорили. Первичные Это маркеры, люто, это первичные люто. маркеры человека. Мартин Лютер Кинг с тобой не согласится. Первичные маркеры человека. Религия, нация. Вот религия, нация — это вещь, которая будет, пока человек жив. А богатый и бедный. Богатый, бедный. Богатый, бедный. Просто пример. Это будет пока жива власть, не пока Пока живет человек. человек. Человек любит собираться потому в что группы. это так и будет. Человек не- будет белый, черный, это будет разные два человека, и они это будут... это Ладно, останется. пацаны, я понял, почему наш мир обречен, потому что вы все в это верите. Дело не в том, что... Это мысль. Ну вот я просто к тому, что ты, тем не менее, приходишь. Я прихожу, потому что я люблю вас как людей, мне просто комфортно тусовка. с вами общаться, как если бы меня сейчас позвал кто-то белый, я бы также приехал, камон, и не потому что я хочу о черной теме поговорить, я наоборот хочу поговорить о том, что я устал вот эту грань видеть, и мне кажется, многие, как белые, так и черные Как устали. раз это тот грань, который мы думаем, что надо ее как-то убрать. Вот Прикиньте. то, что оно и есть. Так надо Оно перестать будет. самим к себе относиться как к каким-то Это черным. невозможно. Каким-то в смысле? Типа как к каким-то черным или получерным или белым, какая разница? Это невозможно, это маркеры.
Это самый древнейший. Вот Я каждый день вижу себя в зеркало. Вот. Подождите, Я не могу. я вас понял. Давайте тогда люди, которые с длинными волосами предпочитают ходить, а другие с лысыми, такие, блин, я общаюсь, вот у меня есть сообщество лысых людей. Если Они им же кайф, ходят в один пускай, барбар, типа, нет? Сообщество лысых людей тоже есть. Я думаю, вряд ли они вот так собираются и думают, что нам делать, что не принимают. Одевают гриндерсы. Это что за новая интерпретация? Слушай, насколько я с Джиганом общался, ни разу не было с ним еще других типа пацанов из его клуба. Какого клуба? Кто вот следит за своей лысиной? Так, он все время так... Ну, может, они просто его не зовут? Может, они собираются, просто Джигана не зовут? Блин, запрещен, да? Наверное. Хрен знает. Какие есть еще лысые? Не так много, видишь, а черных уже больше, чем лысых, как будто. Я просто хочу, чтобы русские люди видели в чернокожих людях типа не какую-то диковинку, а пока мы себя обособляем, так и будет. Мы Так просто... смотри, Нет, мне пока кажется, мы этого не долго смотрим еще. на свои корни, и пока мы не принимаем нашу африканскую сторону, мы останемся безродными зверями. Как только ты принимаешь свою... Вот, например, если я был бы человеком, у которого смешанная семья, русская мама, русский папа и африканец мама или отец, я бы поставил себе цель выставить этот баланс между собой. Я бы не называл себя, чуваки, я просто русский или я просто конголезец. Нет, найти баланс. Пока мы не посмотрим в зеркало и не примем свою африканскую сторону, мы останемся безродными. Я просто человек, у которого одна часть генов там, другая здесь. И почему-то все равно, понимаешь, мы сами стремимся все равно сказать, что мы африканцы. Ну, про ребят, окей, я понимаю. Но ты вот, у тебя насколько равноценно русской крови и африканской? У меня 100% африканской крови. Базар. Вот почему в тебе это так кричит. Во. Понимаешь, ты с этого и надо начинать. А так все белые, которые смотрят этот подкаст, думают, черные охреневшие расисты какие-то особенные думают. Понимаешь? А Ну, по кстати, факту вот это часто их обижает. Я Вот заметил этого эту тему. комментария много, но это страх перед чем-то неизвестным. Ну, Мы так не приходим на Мы враждебном должны вайбе. учитывать этот страх и работать с ним. Ни один политик, который решил вот так зайти наверх и сверху, вот сказать, чуваки, вы живете неправильно, будет по-другому, не добился успеха. Это всегда приводит к революции. Нет, так у нас и же крови. больше просветительская часть. Да, мы просто мы- рассказываем о том, что есть вот такое, мы делимся своим же экспириенсом, своим опытом. Ребят, просто И должен быть исходя- один плохой коп на беседе, не Факт, не-не-не, это круто. Это круто. да? Да, Не, ну тут же завел приходят много. и белые, которые тоже Факт. это обсуждают. Ты же не только... Да, не Не, только белым африканцы. нельзя это обсуждать. Я шучу. Ты должен еще Панчик. вот так надвинуть шляпу такой. Летят. О чем вы здесь панчи. говорите? Серый кардинал. Белла, ты чуть ранее сказала о том, что типа тебе не хватало этого детства. Что ты имеешь в виду? Знаешь, мы еще обсуждали. Короче, прикол в том, что я росла как бы вот в небольшом гетто черном на юге Москвы, и была проблема с тем, что мне как бы все равно нужно было быть Чертаново? дома. Не, на Нахимовском проспекте. Рядышком. Мне нужно было дома черной девчонкой, типа, а на улице я хрен пойми кто. И я всегда, у меня мама, вот эта вот уборка, готовка и вот это вот все, что, ну, я выходила на улицу, типа, меня мама там, знаешь, с окна вызывала домой, кричала, типа, вот это не убрано, это не приготовлено. Я такая, блин, ну вот девчонки, они же этого всего не делают, почему я должна... Нет, мы гвинейцы, у нас с 11 лет уже должна ты уметь варить рис, и рыба, и курица, и салат, Отлично, и мама. уборка, и все вот это все. И чё-то Ну, не то есть, да, у меня был какой-то конфликт, как бы я смотрела на окружающих, и вообще То, что ничего рядом Ну, это таких потому не что... было. Да, типа, Рядом если таких бы историй. у меня кто-то вот так же страдал, как и я, мне было бы легче. Ну, типа, У это нас- в целом принцип. Вот я говорю, это В целом то, какое принцип общество у жизни. нас. Не, а Да. чё, это же нормально. В целом, любое искусство, не искусство, творчество на этом строится. Когда ты видишь, что слушаешь музыку, как человек страдает, и ты разделяешь эту эмоцию. Когда ты Ну. смотришь юмор, и человек страдает, ты разделяешь эту эмоцию, тебе становится легче. Это Дворянские назвать дети это не страной. согласятся с этим, например, если брать тот момент, что ты всегда можешь оградить от этого, на самом деле пагубного, хоть никто в это не верит, влияние общества на детских этапах. То, что говорят социализация, обязательно садик, школа, это все десоциализация, нас там учат быть стадом, типа идти на поводу у каких-то взрослых женщин, которые понимают в 100 раз меньше, чем ты, возможно. Но потому что она твоя училка, твою мать, ты должен поверить в то, что ты черный, не должен не высовываться, сидеть, никак там себя по-другому не проявлять, потому что у тебя другой темперамент, и т.д. и т.п. Наши, все самое дерьмо, вот это вот, в нас вбивают в школе и в садике, они вот это вот, что родители там какие-то... Блин, любой, даже белый человек в деревне, мама скажет, что дочка ее будет убираться и готовить, и это абсолютная норма. А мы живем Нет, в смотри, интернете. она тебе говорит про то, что есть разные культуры.
И у гвинейцев есть определенная культура. В нашем доме было то же самое. Дома, когда мы возвращались, я, брат, сестра, отец нам всегда говорил о том, что я буду вас воспитывать так, будто бы вы в Нигерии. Но у белых также. У них также это Так принято, смотри, просто это все размывается. Есть очень классная песня у Соланжи, там есть скит бабушки ее, которая говорит о том, что почему у людей такая реакция, что если я говорю о черном, я сравниваю это с белым. Нет, Не противопоставляю. я не противопоставляю, я просто говорю, что это разные культуры. То, что, например, то, о чем говорит Белла, у меня в соцсети было 2 или 3 девочки, которые сделали репост, девочки, с подписью то, что, блин, если бы в моем детстве был бы такой контент, я был бы совсем другим человеком. Это много ответов. Но тут Это ничего не... против... Вообще White. ничего. Да, я как Вообще бы nothing. про свой какой-то путь. Переживания. Да, что единственная претензия к белым — это дреды. Хватит. Геленджик 2023. Йоу, добро пожаловать в Juju People, самый черный уголок вселенной на русском языке. Здесь мы говорим про большие члены, про то, как класть сверху, про самую острую курицу на районе и о том, как выжить в России. Больше. Давайте сделаем один подкаст, в котором больше не произносится черный и белый. Я просто сейчас загнался. Это невозможно. Черный — это моя Ну, культура. это же- Я Хорошо, никогда до этого не представь окажусь. подкаст, где сидит Так. 5 белых человек, Да. и ты постоянно в течение подкаста слышишь белые, белые. Кажется, Нет. что начинает казаться, что они расисты. Нет, я постоянно в течение подкаста слышу элементы белой культуры. И я не слышу перспективы Элементы моей. белой культуры. Хочешь перспективы своей культуры? Да. Так Создай твоя Juju People. Нет, так твоя культура же находится в другом континенте. Она сформировалась в других условиях Нет. погодных. Посмотрите теперь, почему африканцы более, как сказать, не настроены на завоевание. Так. Когда ты живешь, в такой геопозиции, как Африка, где у тебя всегда достаточно витамина D, всегда достаточно солнца, всегда достаточно пищи, и тебе не обязательно Об этом убивать думать. другого Кайфовать. человека, Отчасти, чтобы да. выжить. Тогда Отчасти, да, да. а когда ты живешь здесь, в холодном севере, и у тебя еще нет домов, электричества, Вообще. то, чтобы выжить, тебе придется убивать. Ты больше как волк, типа. А они там больше как обезьянки, и типа не стоит стыдиться этого дерьма. Это фактическое сравнение с аналогией из Видишь? природы. Наше животное, братан, наше животное начало, это то, что дает нам силу, потому что все мы животные, в первую Хотя бы очередь. горилла. А от людей и животных отличает только то, что люди могут взять и принять какую-то нравственную сторону. Поверить вместе в одну вещь, которая не существует. Да, и в итоге перевернуть весь У мир. меня единственный вопрос. Так. Как планируете Новый год провести? В семье. В семье. Везет. Стой, Белла, Везет. сделай какой-нибудь подыток всему этому дерьму, чтобы мы переходили к Новому году. Вот ты Я? послушал, как мы спорили, обсуждали, причем непонятно, почему это началось. Просто так. Вдруг это началось, Для ролик контента, о другом. У тебя же... Потому что Ладно. ты начала с Не, мне очень... кажется, что Жака реально это беспокоит. И прикольно, что он это озвучил. 100%. Простите, что я не разделяю некоторых. Нет, Нет, так не в должно этом же быть. и прикол, что вот наша задача, просветительская задача. Мы показываем, что есть и такие. На кого он показывал? Ты На вообще кого он лучше показывал? не Да, стал. но люди, благодаря которым у вас есть математика, сделали все как раз без всяких субкультур и объединений. Кто, арабы? Нет, я имел в виду, например, Пифагорову, который базовые какие-то задал там, Почему мы обработал. все думаем... Пример, просто пример, который, взял вот так, и любой из них, любой из мудрецов древности только за счет своего уединения и отшельничества, собственного взгляда на себя, субъективного, Да. придумывал что-то, о чем не думают другие люди. Но Чем он бы больше не мы смог объединяемся- думать, говорить и писать, если бы у него не было культуры. В начале. Но потом нужно было, поняв эту культуру, отстраниться, Ну, понимаешь? Джак, И я уже в том возрасте, где я, сука, сумасшедший, чувак. Мне надоело сидеть и думать, что я хочу покушать завтра, куда я хочу погулять сходить, с кем я хочу увидеться. Это все чушь. Тогда, когда мир в такой заднице, как сейчас, это чушь.
И если бы все было правильно, все эти толерантности, все это уважение человеческой души, всей этой хрени, если бы это было реально правдой, и церковь, и мечеть, если бы все они хотели нам помогать, только помогать, и там не было бы плохих людей, то о каких вообще войнах бы шли речи, о какой неприязни? Да, понятно, это утопия, но то, что мы сейчас обсуждаем, такая же утопия. Мы просто сраные утописты, которые переливают из пустого в порожнее с окрасом того, что мы черные. Такой вопрос. Ты согласен с тем, что легче в комьюнити двигаться? Комьюнити всегда тебя ведет не туда, куда тебе нужно. Ладно, Ну ты же не можешь двигаться соло. Ты сейчас сказал, Никто что не ты к может этому... двигаться Ты не соло. можешь Ну, с соло его двигаться. позиции он может. Нет, если двигаешься по интересам, которые занимаются тем же делом, который ты. Людей А какого хрена вы собрались по своим интересам? Потому что ты должен добиться какой-то цели. Ваш интерес — это маркер. Но ребята, нет, наш интерес — это деньги и власть и так Деньги далее. — это маркер. Ваша штука, как у нас черная культура, у вас это деньги. У нас это у кого? У белых? У нас у черных это черная культура, а у вас это деньги. В будущем мире, в котором ты говоришь, вы собрались, чтобы выйти из этой коробки ограничений, вы собрались по маркеру деньги. Нет. Или по маркеру убеждений. По маркеру того, что тот инструмент, который может нас отсюда убрать, это деньги, типа. Супер, это всего это лишь то, о чем я этап. тебе говорю, маркеров не избежать. В мужчине, каждом. У нас есть маркер мужчины, маркер женщины. Вот и все. А тут Так есть же Маркер маркер белый, культуры. маркер черный, маркер культуры Африка. Это все, это есть, она останется. Хорошо, базар. Оно есть, но сорвать этот маркер так же просто, как сказать себе, Зачем? что я не Зачем хочу его лениться. сорвать? Зачем его срывать? Его Потому не что надо это сорвать, клише. надо- Нет, я Надо люблю просто свою научиться африканскую как-то культуру. Нет, надо просто научиться, как с этим справиться, как отвечать на какие-то шутки, как с кем-то Вам просто кайф разговаривать. тусоваться и общаться с людьми, вот в чем наша разница. Поэтому так. Не, на самом деле, я очень замкнутый. Любите. Я очень замкнутый. Я человек. так Да, типа я терпеть не Сэм могу. был очень замкнутый человек. Он был в этом плане прямо... Он русским был. Я помню его, я В помню... смысле, а как он все потом- русские замкнутые? Ну, это Многие. правда. Русские Очень замкнуты. много. Не Вот все, очень- не все. Нет, большинство. Посмотри на Соню. Ну, вот этот человек То более... есть мы сейчас говорим глобально. Русский Нет, человек — я это говорю, замкнутый. Это такие же стереотипы, как говорят, все негры воняют. Вы что? Стой, Камон, стой. никаких Почитай надо русскую определять- литературу. никаких Нет, ярлыков. подожди. Надо- Это не это- замкнутость, делать. это выдержка аристократов, то, о чем вы говорите про литературу. Окей, Русский это то, что мы замкнутый. имеем в виду. Это есть. Чернокожие Хорошо. аристократы Это- тоже они не за- существуют. Как ты назвал? Как ты назвал? Замкнутые. Нет, как ты Давайте назвал? так за Не финально. замкнутый. Давайте так как? за финально. Муха, давайте так за финально. Усо- Мы сейчас спорили о том, что менее утопично. Мир, где мы все без границ улетим в космос и будем жить, как Жак Фреско. Да, так же его звали? Но это не Такое. та идея. Венера, вот это все. And the other. И вторая позиция, что мы будем жить в сообществах. Но Мы будем, скорее всего, жить в сообществах. И всегда Вернее, так вы. и будет. Я, кстати, очень люблю воду, она очень вкусная. Это факт. Если еще флексит, то вообще... в общем, мысль в чем? И с этой утопией можно жить. Конечно. Найдя золотую Дальше середину. мы просто увидим, кто будет прав. И это круто, что мы этим проектом в том числе, потому что этот ролик про итоги года, мы показываем, что черные, белые, русские, нигерийцы, ирландцы, мы не монолит. Мы, да, общая культура, но у нас тысячи разных взглядов, тысячи разных мнений, и нет одного общего мнения. Например, Жак спокойно относится к слову «негр». Я это слово ненавижу. Негр. Блин, мне тоже... Нигер, кажется. негрила, черножопый. Я У ненавижу меня это. иммунитет к этой херне, блядь. А знаешь, и мне тоже она не особо традицирует, потому что мы мулаты все-таки, как будто она нас не особо Да и не, касается. просто когда тебе говорит человек, что ты негр, это настолько смешно по отношению вот к этому человеку. То есть для меня это прям меня смешит. Я с детства вот приходил домой и говорил: мам, почему эти дети такие отсталые? Почему им нравится копать своей лопаткой? Я в 4 года уже там письма писал, блядь, в шахматы играть учился и шил. Есть просто люди, которых родители воспитывают: ты должен жить для себя, делай так, чтобы у тебя было лучше денег, чтобы потом ты мог нас содержать. Кто-то говорит наоборот: дома делай, что хочешь, сам вставай на ноги, как хочешь. Кстати, как правило, такие люди меняют мир, которых так выгоняют. И я вам скажу, что вот тепличные дети, которые наших проблем не знали, например, да, вот, которые родились там, где должны были, у которых все подковано, это же страдание, потому что они живут в изобилии мы не развиваемся. И я считаю, что тут вот как раз вопрос моего внутреннего конфликта в том, что когда мы окружаем себя людьми по интересам, Не, мы что мы привыкаем, уже что нам говорим про подтирают слово попки. «негр».
Мы уже говорим, ту тему закрыли. Всё, а то мы вечно шикарно. будем. Да. Белла, твое отношение к этому Я слову? буквально недавно на какой-то передаче это тоже рассказывала. Просто в моем детстве, в период моего такого активного становления, меня этим словом оскорбляли. Оно априори несет для меня оскорбительный характер. Я знаю, что в русском языке это не оскорбление, это название расы. Это миф. Действительно. Это миф. Сейчас поговорим об этом. Не перебивай. Но, Да, да, извини. но вот, это слово, оно всегда окрашено черным. Опа. Ну, короче, вы поняли, да, меня всегда им только оскорбляли, унижали, у меня осталось вот такое впечатление. Я это слово не использую, я могу его говорить иногда точно, там, в шутках я могу это сказать, но оно режет мне слух, я его не воспринимаю как норму. Ну вот если вы в Испанию Ну, ты поедете, знаешь, вот вот я такое. сейчас изучаю испанский, Негро. Так. и Черный. там негро, Так, Корасон на негро. черный. так. и вас это Но будет это не слово. задевать Подожди, и оскорблять? это они не могут подойти. Это к не человеку и сказать синонимы. негру. Это неправильно. Блин, Так, во-первых, это у имеется в виду всех цвет, есть который имена. светлый. Давайте с этого начнем. Вот когда меня спрашивают, а как вас называть? Вот ты скажешь, ребята, я не пойму, о ком речь. Ну, то есть, у нас есть имена, но не обязательно Темнокожий. именно эти слова, это слово использовать. Подожди, Темнокожий, прикинь, афрос. ребят, вы требуете от людей вокруг, живущие вне мы системы ничего ваших не координат, требуем. ну, Не, она внутренние. говорит Я сейчас про говорю, сообщение. я сейчас говорю про внутренние требования. То есть у нас, когда нас что-то задевает, вы же понимаете, что это наш личный запрос. Вот если брать психологию, да, элементарную, вот у тебя есть квадрат, в котором находится твое «я», да, и есть такой более взрослый квадрат, где есть еще одно твое «я», и вот у тебя есть «я» ребенок, «я» взрослый. Так. И когда твой «я» взрослый что-то на себя проецирует, как бы это просто может обидно прозвучать. У требование. нас у всех просто немножко недоразвитая психика из-за того, что мы реально жили постоянно под давлением этой ситуации. Но по факту полностью психически здоровый человек способен выходить из разряда вот этого вот детского «я» и сказать себе: чел, ты не можешь пропускать, он не понимает, что он делает. Этот человек не понимает, что он тебя обижает, потому что его бы это ни в коем случае не обидело. Но это Поэтому не есть разные Джужи требования, People. это Жак естественные говорит абсолютно требования, правильные это вещи. образование больше. То Это есть, да. Смотрите, я быстренько хочу вставить. То есть, если ко мне кто-то обратится словом «негр», я не буду на него агриться по этому поводу. Я понимаю, что это его норма, он не знает, как могу иначе. ему ответить, сказать, Да, типа, так то есть, неправильно. ну, Я правильно. не хочу, вероятно, чтобы не меня буду так ничего называли, да, говорить. можно Да. сказать. Ну, типа. можно Но это и то, подчеркнуть, значит, но он нету получил, никакой что хотел, глобальной как только обиды ты в этом. триггеришь. То есть еще нужно понимать, кто это говорит, какой посыл имеет это слово в любом Ну а случае. если вот так, Сэм, если скажут, что... Ну помнишь того актера негра в том фильме? Тебя это заденет? Тебя заденет? Я просто сижу, думаю, что сейчас будет. Давайте разобьем вот эту тему про то, что негро на испанском и Это не негр то, это это абсолютно синонимы. Это разное. не так. Это разное. Негро — это испанское слово про цвет. color. Негр — это просторечие. Откуда оно появилось? В любой промежуток времени у африканского человека были названия, которым его называли не африканцы. Мавр, нубиец, Эфиоп. Почему Пушкин, например, называет Эфиопом? Не потому, что не доказано, у нас, кстати, будет ролик про него, не доказано, то ли он из Эфиопии, то ли он из Камеруна. Но Эфиоп был вот таким собирательным словом. И негр стал собирательным словом, потому что во время работорговли в Америке было слово нигер. И, скорее всего, кто-то из русских услышал это слово и принес его в Россию, и появилось слово негр. То есть тебя не Чёрных- расстраивает, что черные, ну вот меня, например, называли белая фасоль в Африке. Да подожди. И чё? Ну Ты типа, дев- опять... ты девальвируешь суть разговора. Слово «негр» появилось и стало популярным, потому что весь мир в 18-17 веке называл слова «негр». черного «нигер». И русский человек, у которого не было африканцев рядом, услышал это слово и придумал. Потому что Если русский это хреново большая суть. разница. Это было Если очень русский давно. пришел к Это тебе и как кровная сказал вражда. «нега». А? Если русский пришел и сказал «нега». Не негр, а Нега типа. Не, стой, давай Без разберемся. акцента. Давай, Но стой. я сейчас спрашиваю. Тебя Стой, тронет? давай разберемся. Бедолага, ничего давай, страшного, Стой, брат. подождите. Давайте разберемся со словом негр. Опять-таки, слово нигру на испанском и негр не имеет никакого значения, Это никакой объясню. связи. Плюс, если мы все такие русские, негроидная раса, сокращенно как? Негроид. Негр — это просторечие. Негроид звучит То есть более унизительно, ужасно. чем негр. Смотри, Да, негр — какой-то это такой же гуманоид. просторечие. Негр — это... Полезно. Куколд, блядь. Негр — это такое же просторечие, как хач, кацап, Да. хохол Да. и так далее и тому подобное. Это просторечие,
который не имеет никакой связи с научным словом, с историческим дерьмом. Это просторечие. Ну, ее сейчас не так много используют, потому что, как я понял, что это было так в школах, то есть преподавали. Это Конечно, было, так и да, было. да. Я же Это тоже не- учился в То есть Да, там не потому было. что нас не было. Мне очень нравится это слово. Ну, сейчас, как ты сказал, нету Мы требований. не можем а больше- забрать их часть их культуры также, бро. Хоть Но она это и уже- родилась не Ты не Она корейцем. уйдет. слышал? Она уйдет, До потому слова что- негр был эфиоп, мавр, нубиец. А я не видел, Негр я этого Знаешь, не как знал. меня бы называли тогда? Конголезец. Это слишком долго и убого. Ты не услышал. Эфиоп, мавр и нубиец не имеет никакого привязки к тому, откуда ты. Почему Эфиоп, Это Эфиопия? Нет. Это собирательные Эфиоп — это слова, такое- которым не Тогда черные почему называли меня черным. должны называть черным, который не имеет отношения к моей культуре? Ведь тот же самый Эфиопия и Конго — это два совершенно разных культурных кода. Но негр — это то, что объединяет все эти культуры. Так же, как Нет, нет, Мы же Коллеги, называем вы черных- они Мы глухие, же что ли? называем- Я не мы слышу. же Я называем Вы прекрасно белых понимаю. белыми. В Я тебя этой прекрасно части вы понимаю. вроде близко сидите друг Они не к другу, слышат меня вообще. но Белла, вы пожалуйста. вообще не слышите друг друга. А вообще странно, мне кажется, как будто обиднее черный. Реально? Не знаю, вот я не черный. Ну, у тебя, если черный... Тебя обидно? Черный, если Ну, назовут. мне странно, потому что я не могу Я сказать, что коричневый, черный. вот. Ну да, ну типа... У тебя Перестань. нет О чем вы? что черный, что вот мне более странно, если меня будут называть черный. Потому что ты вырос в отрыве от черного комьюнити. Ты В любой, белый. подождите, в любой стране, Англия, Франция, Америка, Бразилия, есть такое понятие, когда африканцы приходят, это даже не про колу, а по culture, когда африканцы приходят в место, где они не родные, почему есть слово черная музыка? Джаз, блюз, рок, хип-хоп. Он не связан с цветом, он связан с культурой. Черный — это маркер того, что ты из Африки. Поэтому есть слово черная культура, черная музыка. Всё Черная просто. магия тогда тоже? Черная магия. Ни хрена. Черная магия не принадлежит черным. А Жак будет Вот всегда оно, я уносить... тебя поймал. Я тебя поймал на этимологическом расхождении. Жак черное всегда его. будет уносить во вселенную. Поэтому, так как, условно говоря, я вырос в африканской семье, и я всегда был... Но мне всегда было интересно культура черных людей. Слово «черный» не вызывает во мне никакого триггера, потому что я знаю, что это слово культурного Это потому маркера. что сообщество приняло это слово. Оно использует его, да. Ну, Культурный её- маркер. Я ее слышал только тут, поэтому как... Что именно? Ну, слово черный, вот это разделение в Саудовской А Аравии. в Африке я никак не- слышал только что белый, поэтому мне, наверное, так Нет, вот, как, не это так, как тоже- у Ну, вас. слушай, меня Типа, тоже поэтому- в Африке белые называли. Поэтому на меня, самом наверное, это деле, бесит, и, типа, я не А тебя понимаю, в почему? чем прикол, типа. А потому что мы приехали из России. Но я А, там у тебя русская. акцент говорю, был, они, да? типа, они- Ну да, это я плане- знаю язык, это я в говорю каждой на стране, языке, но каждая понятно, абсолютно что раса не так себя идеально. ведет. типа. Так я и поэтому и говорю, что мне странно, почему люди мне иногда говорят, называть белым — это расизм, называть черным — это расизм. Нет, это культурные слова. Есть белая культура, белая цивилизация. Она никак не имеет отношения ни к цвету кожи, она имеет значение к тому, что это цивилизация. Они сделали Римская. так, что ты сейчас можешь рассказать свою правду. Они подарили мне язык. Микрофон создали. Стой! Технология микрофона. Афроамериканский ученый. Здесь будет имя его. О, вот это интересно. Ну, а у меня такой вопрос. Не, на самом деле интересно послушать твою позицию. И в этом случае мне интересно, вот как ты будешь ребенка своего воспитывать? Он не пойдет в садик, он не пойдет в садик. школу, он будет учиться дома. Он столкнется с белым миром, например, если это в Он России столкнется с белым миром с детства, но со взрослым белым миром, которые серьезные люди. Он будет сидеть и думать так же, как они. Вот типа, если бы меня мама в детстве выкинула в детское сообщество, я был бы тоже закомплексованным и парился из-за того, что я черный. Но у меня был достаточно, понятно, конфликт внутренний с этим связанный, когда я ушел из дома, мне было 18 лет. И я вообще абсолютно в никуда, вот в белый мир, как вы его называете, вышел и пошел думать. И последнее, о чем я думал, что я черный в этот момент. Но это опустим. Когда по итогу я начал заниматься музыкой, я думал, блин, смущает меня слово негр или нет? Вот этот вопрос еще в этом возрасте у меня был. И я решил, что я сейчас вот буду известным, проеду свой тур, там на концерт будут ходить белые люди, и несмотря на то, что раньше они в слово негр вкладывали негатив, я сейчас назову тур «Тот самый негр-тур», и все будут кричать «Тот самый негр», именно так, как я видел это во снах. И так и было, чувак. Я проезжаю всю страну, там около 37 городов, где в каждом концерте, просто пока я сижу в гримерке, я слышу тот самый негр от кучи людей, которые меня обожают. Значит, и это хотят, было чтобы я- требование. Ты требовал, чтобы они это сделали. Никто это Поймал. не требовал. Я просто назвал так свой тур. Я назвал свой тур «Тот самый негр», и сейчас они сказал, что поняли, было- что я тот Но самый был негр. триггер.
Ты сказал, Триггер. что до этого был триггер. Ну, Был триггер. И чтобы Ну. справиться, как сказал Бэтмен, хочешь избавиться от страха, стань своим страхом. God bless you. Вот и Прямо, всё. да. Ты их образовывал, ты их заставил, ты это сделал, чтобы мы сейчас не питали. Просто не бойтесь того, что... Не думайте об этом, вот негр белый. Я тогда был в этой фазе, и спустя 15 лет работы Жак, я понял, что давай это я не тебе работает. признаю, Это что- круто на самом деле. Быть черным — это супер нереально круто. Мы не против этого ничего не умеем. Не хотим заставлять, чтобы думали, что мы белые. Нет, мы пытаемся реально образовать, показать, что как раз Показать слово- просто свою культуру, да, и how всё. is it? Это не история конфликта. Мы это живем. We live here. Чтобы, Мне здесь- например, ребенка, которого темнокожего отправили в белое общество по ошибке, условно, да? Как Или меня. по незнанию. Чтобы он увидел подкаст такой, о, офигеть, так я не один такой. Ну чё, мы вроде разогрелись, это Juju People. Час. Всем салют. Почти Теперь начинаем. 1,5 Вообще, часа. сегодня мы хотели собрать новогодний выпуск, пройтись по итогам года. Сейчас декабрь у нас, Новый год, время изменений, 2023. чудес и каких-то новых ожиданий. Давайте подведем итоги. Как у вас прошел год? Что было? Чем гордитесь? Чего ждете в новом году? У меня родился сын, поэтому мой год идеален. Просто идеален, я никак вообще не могу жаловаться. Вот, это лучший итог года. У меня в этом году родился сын. Год был супер классный, снимал проект на юг, было супер классно. Увидел очень много разного в России и как-то так познакомился с очень Как много ты сына разных. назвал? А? Как ты сына назвал? Сын Карим. Как изменилась твоя жизнь? Сколько сынов? Сыну сейчас 10 месяцев. Что ты Он родился прям... Этот день был самый нелюбимый день в моей жизни. А теперь это самый любимый день. Он родился 14 февраля. Так что, да, это будет праздник. Что ты Он- в себе открыл неожиданно после того, как прошло там 6 месяцев, 7 месяцев, или может даже после месяца того, как у тебя появился ребенок? Какое-то Даже- качество в себе? Да, я могу сказать, что с первые пару секунд, когда мы были прямо в операционной, уже все поменялось. Уже Вот чувствовал... ты Я на- вырос, чувствовал себя взрослым. Прям в плане, типа, до этого был young, wild and free и так далее. После этого все изменилось, стал взрослым человеком с responsibility. И взгляд на мир стал по-другому. Прям В чем это абсолютно. проявилось? Конкретики, в чем это проявилось? Вот как ты стал по-другому смотреть на вещи? Ну, я там на пенсию стал откладывать. Вот, это пример. На пенсию Где- откладывать, это Ну пример. как на пенсию? Начал больше зарабатывать на самом деле всем, поэтому и Карим. Карим значит щедрый. После него я начал больше зарабатывать, не соглашаться на всякие разные просто проекты, а смотреть, что я могу делать больше, не только ради себя, Ради сына. а ради сына. Блин, ну У такое него- было? Я теперь последний раз вот был недавно, после его рождения. Мы были в Сочи, мне было для кадра надо прыгнуть банджи. Я не хотел, я максимально не хотел. А Мне до это- этого ты выпрыгнул? Я это сделал до этого раз 500. А в этот раз как-то для меня это Классно, было когда- очень сложно. Я даже прям в кадр сказал, давайте заберите денег за эту серию, я не хочу. Это Или ты просто включает- засал? Нет, не Засал! Муха Нет, на засал! самом деле, я понимал, у меня тоже было. Это Не, В момент прикалывайся, прикалывайся. самосохранения, беременности даже я уже там ехал в Начинаешь такси, и что-то чувак начал по-другому. гнать, я такой, о, хотя Осторожно, до чувак. этого я Это вообще инстинкт, не- ребят, животные, о которых я говорил. Не Не животные. белых, черных, а животных. Мы животные, да. Это правда, да. И все, Вот. что имеет значение, это дети. Амин. Амин, да. И культура. Какой твой итог? И культура Что детей. итог? Итог года? Да. Блин, Вот из- как Мухаммед. ну то, что я в этом году обрел, наверное, цели, которые, чтобы их итоги озвучивать в следующем году, это через 10 лет только сможет срастись. Очень сменил вектор, ушел от того, что считал себя рэпером каким-то там или еще кем-то. То есть, типа, для меня все это резко поменяло вектор, смысл потеряло. То есть есть ощущение, как будто все вот в этой песочнице копаются какого-то эпатажа, да, и забыли даже я забыл в последние там несколько лет своей жизни, зачем мы вообще пришли в музыку. То есть мы хотели что-то сказать,
мы поймали свою зону комфорта в том, что можно любимым делом кормить себя, да, не поняв момента, что когда ты начинаешь кормить себя музыкой, ты перестаешь кормить, только музыкой, да, ты перестаешь кормить людей, потому что ты думаешь, ага, мой заработок зависит от этой песни, и, типа я сделаю не то, что хочу сказать, ведь это могут где-то не включить, могут откуда-то удалить, да, и вот это рабство очередное, в которое мы сами себя помещаем, меряемся письками, там, кто сегодня роликсы купил с альбома, кто завтра купил себе новый Майбах, но по итогу, как бы, не знаю, все это не имеет никакой ценности. И вот мне кажется, осознание отсутствия ценности вот этой всего самовыражения, потому что самовыражение ради самовыражения, это типа не ценно. И вот к этому очень тяжко прийти, будучи членом хип-хоп сообщества. А есть какое-то личное, милое, типа, хайлайт года? Вот это твой в плане твоего характера, мысли, мировоззрения ты дал хайлайт. То, что ты высвободился и посмотрел на себя с другой стороны. Подожди, тебе что помогло? Полная жесть. Просто полная жесть, о которой не уверен, что стоит рассказывать, но каждый раз, когда ты себя перекапываешь, то есть это происходит, когда в жизни случается что-то... Триггер. Что-то такое, что потрясением является. Выход из зоны комфорта. Да, что ты такой думаешь, я не уверен, выберусь из этого или нет, короче. И я пошел там на риск в одном моменте, и в итоге этот риск не оправдался, ситуация меня подвела, и то, что я на нее порассчитывал. Вот, и как-то вывел для себя супер опыт, и думаю, что каждому стоит задумываться над тем, с кем вы рискуете, чем вы рискуете, и что вы хотите получить. Я все-таки хочу приземлить для общего зрителя милый, личный какой-то хайлайт в твоей жизни. Вот у человека сын родился. У меня ничего такого нет. У меня дочке 10 лет исполнилось. Это милый хайлайт? Это вообще офигеть. Вот, юбилей дочери. Ты отец 10-летней... Вот каково быть отцом 10-летней девочки в этом современном мире? Где секс — это главное, через что подается женщина. Сложно, потому что я сейчас нахожусь в другом городе, и не воспитываю свою дочь, только вижу с ней, когда она приезжает на каникулы. Вот. Но могу сказать, это мое упущение в первую очередь, что у меня не было там достаточно какого-то влияния или еще что-то, чтобы эту ситуацию в мою сторону, да, переломить, да. Но еще не вечер, женская психика, она быстрее лечится, чем мужская. Вот, и в плане, потому что... Радикальные меры планируешь? Нет, просто у женщин нет вот этого такого сильного ощущения, что ты говно, когда ты что-то там, какие-то амбиции не дореализовал. То есть, если бы у меня сейчас пацан рос, я бы считал, что я ему жизнь не испортил, типа. А девочка, я понимаю, что, я присматривать всегда за ней смогу. И всегда смогу хотя бы проследить за тем, чтобы ее, не юзали сильно и не кидали об асфальт, понимаешь, да. Это вообще, что ли, ты из рэпа ушел полностью? Нет, я занимаюсь им в свое удовольствие. Я все равно даже подготовил пост такой новогодний-день рожденный дроп, который я думаю, что смогу реализовать в январе. Вот. У меня очень много крови и денег попила ситуация с юридическими отношениями моими предыдущими. Вот там... А ты в этом году вышел из контракта или в прошлом? В позапрошлом. Но я вышел и молчал, дома сидел вот прям и выстраивал какую-то стратегию, с которой возвращаться. К сожалению, я закончил только-только, и в этом году вся новогодняя суматоха уже тоже не успеваю влететь. Соответственно, в следующем году будем смотреть. Новый Жак. Sounds good. Белла, твой хайлайт года. Мой? Я не знаю, думала об итогах. А я такая в последнее время материальное мной сильно движет. Я такая, я заработала больше, чем в прошлом году. Это уже что-то. Поездила с концертами больше, чем в прошлом году уже что-то. Но из инсайтов, знаешь, такое, надо отдыхать. Я подумала, что я не хочу сидеть на кучке денег с пустыми глазами. Что ты имеешь в виду? Как я. В плане... Зашорены? От усталости. От усталости. Да. Я такая, а мне это очень сложно. Я всегда с чувством вины. Первые дни отпуска всегда такой, я просто дома, я ничего не делаю. Что, как надо, куда-то выйти, что-то сделать. Мне такого сейчас хочется побольше отдыхать. И там есть вещи, проекты, от которых я отказываюсь с чистой совестью. Понимаю, что вот тут я могла бы заработать нормально. Но я такая, нет, я хочу просто лежать. Вот, и что? Еще новый проект вышел, и поставила первый сольный концерт, попробовать себя. В следующем году? Да. Скажи что мне кажется, в этом году траектория развития твоей карьеры прям
Не со всех сторон люди начали писать: «Йоу, ты знаешь Беллу? Да, Ты знаешь прикольно. Беллу? О, я видел Это ее на правда. телеке». И как мне кажется, ты через 2-3 года, я не знаю сколько, ты станешь одним из самых больших женских стендаперов в России. И как бы, возвращаясь к разгонам Жака, А я уже смеюсь. хотела бы ты, не хотела, ты будешь первым большим черным стендапером в России. Первым большим черным. Куда еще Ну, больше? спасибо, бро. Он Макс, тебя все, он ну, тебя пардон. забрал Juju People и все. Ты думаешь когда-нибудь об этом? Нет, я знаешь, о чем подумала последнее? Какая-то вышла со мной передача, и там, естественно, были шутки по поводу цвета кожи. Я смеялась над этими шутками, они реально были смешные. Но я смешливый человек, окей. И мне написала пару мулаток. И я опять вспомнила о том, какое слово сильное в целом. Ну как, что я же что-то говорю с федерального канала. И слово. люди это слышат, используют Да. в своей жизни. Ну, там получилось так, что она написала о том, что не думаю ли я о том, что это как-то задевает небольшие комьюнити вроде мулатов, черных и так далее. Это написала. И написала, что, как ей кажется, она считает меня глубже, чем просто человека, на цвет кожи которого... Над цветом кожи которого можно шутить. Вторая крайность свободы слова подбирается незаметно. Ну, просто я вот одно я ответила, я ей написала о том, что, к сожалению, массы в России пока не готовы смотреть вглубь черного человека. Типа, Ты это чувствуешь? Ну, я это чувствую. И я ей Как ты это сказала. чувствуешь? Да, Потому что да это просто то, потому что- что я чувствую Блин, вы отношение к себе такие как... лицемерные Подожди, иногда. Не, почему- дай да, человек это- закончит. это- Ну ты, в смысле, докапываешься до ее, как ты это чувствуешь? Да, слушай, Это- я чувствую, что, ну, до сих пор какое-то отношение к себе как к чему-то экзотическому, естественно. Короче, я просто хочу сказать о том, что я ответила этой девушке и написала, что я делаю хотя бы что-то со своей стороны, чтобы я была интересна как человек. Я там отказываюсь от интервью, потому что я знаю, что, вероятнее всего, меня будут спрашивать о том, каково это быть черной в России и А ты каково придумаешь это быть... шутки на это какие-то? Да нет, не хочу просто даже об этом говорить. Ну, которые их унизят, типа. Ну, их невежество, в смысле. Да нет, хочу шутить, знаешь, о том, какая я женщина, а не о том, какая я черная женщина. Так скажи это Поэтому- на интервью, и все, и они обосрутся, все будут их хейтить. Да нет, пока Жестко. просто я такая, я не хочу сюда лезть, хочется... На мирном вайбе, Да, короче, да, без войны. спокойствие, да. Ты сказал, что ты в следующем году планируешь сольник. Почему ты считаешь, что именно в следующем году? Ты выросла по скиллу, или у тебя набралось только наблюдений, или просто смотришь по своей траектории, что вот это хорошее время? Почему именно в следующем году ты поставил себе цель сделать сольник? Чувствую, что это хорошее время. Я думаю, что я еще отдохну на новогодних. И, я просто редко получаю удовольствие от выступлений, если честно. Потому что их почему? очень много. Их много, они вот такие Рутинные качели. стали. Да, ну вот по 3 раза, по 4 раза в неделю, каждый раз. Ну, короче, каждый день это сложно. И я редко кайфую. И я надеюсь, что... Еще мне очень прикольная вот эта эмоция, что люди пришли именно на тебя. Потому что я выступаю в проекте, и там нас 10 человек. То есть и концерты, и люди могут посмотреть 6 из них, 8 из них, 9, 10. А здесь я одна. Ну, то Твой есть они сольник, такие. да. Да, прикольно. А как назовешь его? Да нет, это не то, что концерт, и ничего. Это то, что я написала за последние полгода. Я думал, мало назовет тот самый. Негр. Я подумала об этом, я такая... Да. Но это было бы смешно, если честно. Не, на самом деле, пока нету такого глобального, о чем я хотела бы рассказать, возможно, типа там про школу. Черная и русалочка. так далее. Эти шутки уже были. Да, возможно, что-то такое, но пока, морально у меня нету готовности такой, поэтому пока выступаю с материалом, который есть, и я одна на сцене, и вот какие-то 40-50 минут, и люди слушают, кайфуют. Бывает такое, что ты рассказываешь монолог, или даже нет, тебе приходит монолог или зарисовочка в голове, и ты такая, ну нет, это пока что не готова об этом Слишком делиться. сильно. Последний мой монолог, и там есть шутки о том, что
если я буду с чуваком, с русским, и мы планируем быть межрасовой парой, нам нужно не прикалываться друг над другом, а наоборот держаться вместе, потому что будут приколы со стороны. И там что-то было о том, что вот мы поедем к своим родственникам тоже, и они тоже не самые толерантные люди, о том, что там тоже люди и будут обзывать белого человека. И я пару таких обзывательств сказала со сцены, и они не смеются. Да, они не смеются. И я такая, я такая вышла из образа, такая, это не смешно, или вы обиделись, что случилось? Они такие, ну непонятно. Я такая, ага, Если бы там были чернокожие, поняли бы. Да, и я такая... Здорово! Всем привет! Извините, что прерываю. Хотела напомнить, что у меня концерт в Питере, я вас так сильно жду. Приходите, повеселимся, посмеемся, поугараем. Вот такая вот стендап-тусовка 20 января, стейдж. Я вас буду ждать. Пока! Так же, как Локолют. Макс. Макс улетел. В космос на моем корабле. Даже не знаю, я сильно кайфовать начал. Мне в этом году 30-ка исполнилась, и я вообще так кайфую от жизни, от всего. Купил квартиру. Вау, поздравляю. Гоняли в Италию. Вообще, все супер кайф. Тьфу-тьфу-тьфу. Но прям сильно кайфую. Ну, не знаю, вот я к 30 годам прям жестко кайфовать начал. Еще бы начать с собой заниматься в плане там... тяжеляк. Так ты приходи к нам на тренировочки. А куда? А вы боретесь? Нет, на турники. На турники? Ну, может, как-то. Будешь летать. Да везде, на Ходынке. Ну, сейчас в Крокусе, типа, там треним. Но в целом, каждое утро в 6 утра выбегай, делай. Будешь крутой. А сколько твоей дочке лет? Мне год и 8. Вот дочь еще вообще, короче. Она уже ходит? Ну, пытается уже, да? Она ходит, разговаривает уже даже. Хорош. А на каком языке? На русском. Извините. На каком языке она ходит? Энтони! Не знаю, но просто вот 30 лет, как будто это прям... Это сам... Есть, да, такое? Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Начинаешь раскусывать жизнь, да. Кризис был у тебя? Ну, нет. Нет? Какой кризис? Можно еще будет. Ну, по идее, кризис 30. Среднего это вот там уже когда 40, а вот до 30-ки, говорят, кризис какой-то есть. Есть пипец. Да, был. Кризис самоосознания вообще ужасный. Был, и мне кажется, он должен быть у всех до 30, чтобы как раз в 30 чувствовать себя вот в том осознанном взрослом возрасте. Это тот переход, который он не может просто так быть, кроме с какой-то ситуации, которая тебя вытащит из зоны комфорта, как сказал Джек. Да. У тебя не было? А не знаю, как ты переживал? У тебя что было? А? Как ты переживал? У тебя что было? Сложности, в общем, по жизни было. Я собрался уехать домой в один момент. Просто взять, купить билет, оставить половину вещей или больше и уехать. И потом все в один момент изменилось как-то. Все это было после карантина. Мне кажется, это у всех было. Такой прям даун, который толкнул меня прям очень up. То есть в 30 лет я начал... Нет, это до 30, но в 30 это я чувствовал это максимально. Хорошо зарабатываешь, чувствуешь себя более responsible, ответственный. А тебе сейчас сколько? Тебе сколько сейчас? Мне 30. 30. 30, и вот скоро 31. Жак, тебе тоже, да, 30? Мне 31. 30. Через месяца 1,5-32. Нам все по 30. А тебе было? Мне 27. 27. 30-летние мужики. Мне 23. Я хорошо сохранился. Да твоя прическа не Сэм как 23, Пиноккио, кому? только вот по- Да. Есть. Во-первых, к 30 годам появляется самоценность. Вообще, в целом, мне кажется, к 30 годам ты понимаешь, о, нихуя себе, чего я стою, что я умею, что я знаю. Вот это вот ощущение тебе помогает сильно дальше идти и сильно успешнее идти. И вот это вот как раз про кризис среднего возраста. Он же вообще физиологически, вы знали, за что это физиологически? Что там к 30 годам именно у мужчин, у него часть нейронных клеток, которая была не задействована за все 30 лет, она отмирает просто в один год. Типа в один год она отмирает, и поэтому мужик такой, типа, так, а что я дальше вообще в целом умею и так далее. И что типа считается, что после 30 ты ничему новому кардинально сильно не научишься. Ну там, что если ты хочешь после 30 начать играть на пианино, то вряд ли у тебя получится Ломоносову расскажи, это гениально. Он в школу пришел, там в 20. Ну у него сначала, значит, были какие-то у него задатки для того, чтобы это Все эти случилось. Джобсы, не Джобсы, все это тоже...
после. Ну, в общем, вот это ощущение и вот эта сила своего, и как раз-таки и Juju People, и культура, то, что мы делаем с Сэмом, сильно помогает этому ощущению почвы, ощущению Системы земли ценностей. под землей, что ты стоишь крепко на этих ногах и такой, так, я готов с этим миром, и я знаю, что я могу какие-то ценности, важные мысли и суждения перенести своей дочке и дать ей возможность влиться и интегрироваться, где бы она ни жила. Вот это топ. Надо рожать. Где бы ты Кстати, ни жил. вообще тебе Juju People вообще очень к лицу. Очень на пользу. Надо дочку в следующий раз Ну, привезти. не знаю, мне показалось, что как-то как будто Так, не говори хватало. честно, Да давай. я говорю. Поливай, глаза ему смотри, очки сними ты. Макс, Давай. ты как будто стал поприкольней. Cool. Cool. Вот Это такой комплимент. вывод люди У делают, меня когда в 30 проблема ты с начинаешь комплиментами. побольше зарабатывать. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? То, что он многогранней стал? Ну, я не Нет, знаю. сам тогда- может это здесь сказать, тогда это важно факт. понять, типа, каким тогда воспринимался, каким он был. Если Во, сейчас что-то я прикольное, про Ну, это. да, сейчас, вот. короче, как будто какой-то стилечек вокруг тебя, какой-то флер, какой-то вайб. Поприятнее мне лично почему-то. Мне сейчас больше откликается. А был какой? Другой. Правильно, Ты же DVD не сам об рассказывай. этом. Ты же помнишь сам он об этом сказал, да. в одном из выпусков говорил о том, что ты начал больше принимать свою африканскую сторону. Больше Да, принимать. 100%. И это- Потому что теперь познакомился с кем. Молодые люди, у нас тут такая красивая нота, а вы ее гасите. Пардон. Ты же помнишь, ты об этом сам говорил в одном из выпусков, что ты стал больше принимать свой африканский. Мгм. Ну, вообще, в целом, у меня каждый... То есть любое творчество, которое я делаю, оно рефлексирующее творчество. То есть я до Juju делал подкаст «Идентичность», я приглашал разных людей из разных идентичностей. Там казах, дагестанец, кавказец, там чернокожий тоже был. Я как раз в тот момент, и, возможно, вот это... И чернокнижник тоже был. И чернобровый тоже был. Да, чернобровый. Возможно, вот в тот момент у меня был какой-то кризис, потому что я это начал делать в 27 лет, и у меня вот был кризис идентичности, и я как раз сам искал ответы на эти вопросы, типа, кто я, что я, и вот с помощью этого подкаста я ответил себе на вопросы. Сейчас появился Juju People, и это как раз-таки тоже наша возможность изучить культуру изнутри, потому что мы сами вот в одном из наших, в одних из наших форматов «Культура», если вы смотрели, посмотрите обязательно, там много крутого. Мы погружаемся в афрокультуру, изучаем ее, смотрим на нее и как раз тоже понимаем о себе и наполняем вот так вот себя вот этой силой. Погружаемся, наполняем. В целом Аминь. творчество и нужно для того, чтобы ты себя изучал, и это изучение, и это просвещение транслировал в массы. Я открывал новые грани себя. Да. И телочки, что писали, и вот там ты ебал. Какой крутой! Какой он классный! Сейчас у нас момент... Сэм. Подожди. Сэм, обувайся. А у тебя какие-то хайлайты, итоги года? Пиджак купил, вот, Нет, это прическу отрастил. не- Садись, рассказывай. про этот год. Не, мой самый главный хайлайт — это то, что... Давайте я процитирую Кендрика Ламара. Я сфокусировался на себе. То, что... Сколько мы ведем уже Juju? 1,5 года, 2 года, наверное. Ну, мы начали Первый ролик Juju вышел в 21 году. Да. Это уже 2 года, и первый год-полтора мы выпустили 4 или 5 роликов. А вот с августа, как мы с Максом взялись, у нас уже сколько вышло. И вот это мой самый главный хайлайт, что, во-первых, я ушел со студии, я перестал заниматься проектами, которые мне так или иначе не интересны, я сфокусировался на себе. Juju, я пишу книгу, я пишу альбом, мы пишем сериал, и я взял именно за то, что мне интересно, за то, что внутри меня. И это самый главный хайлайт за этот год. За задницу. Схватил. И я чувствую, что вот то, о чем сказал Макс, ведя этот проект, помнишь, Аббас даже об этом говорил, про то, что, вы типа тратите не на себя, а вы тратите на всех. Да, на всех, да. И опять-таки, я не верю в то, что есть какие-то акселераты. Я не верю в то, что вот появляется проект, и вдруг через 3 года все такие, да, африканцы. Нет, мы в самом начале. Juju People — это самое начало, не знаю, 50-летнего или 150-летнего пути. Но очень круто, что оно есть сейчас. Я не знаю, почему до нас никто этого не делал. Голос чернокожего народа из уст Сэма говорит всегда такие проникновенные слова. Так это так и есть. Yoruba. Юруба.
мои люди, от которых пришли мои родители. Кстати, какие в Конго племена? Там у нас есть в Конго племена? Есть Вели, конечно. Замби, Лари, еще несколько. Я даже знаю пару их словечек. Но, не поверишь, они также учат вот этому хуй пизда, иди нахуй, когда спрашиваешь слова. Конечно. Это всегда. Типа, так что мы все одинаковые. То, что На у нас, арабском блядь, я знаю только касума. Jesus Christ. Это влагалище. Загуглите. Собаки. Бро, ты не Так, у нас что, запросишь у нас священный язык финальная Корана. часть есть еще. У нас финальная часть нашего подкаста. Ну, что поделать? Они это уже сделали. Мы попросили подготовить вас всех, и нас в том числе, тайного Санту. Да. Покажем. Если кто-то подарил банан, Блин, уже мне раскрыли. Слушай, Тут только еда тут будет 100%. Как мы будем это все курица, вода, я не знаю. арбуз. Так, я уже понял, у кого какие подарки. Давай ты цепляем. распределишь, потому что знаешь, кто что дарил, чтобы все не совпало. Ну, а я тебе какой выберу? Какой хочешь. Тебе? Ты последний просто тот, Какой который останется. останется? Мы у тебя в гостях, поэтому да. Или ты можешь одного человека 2 подарка подарить. Просто верни те Или ты можешь подарки. как черный украсть их все. Так, давайте я выберу самую красивую коробку. Тун-тун-тун-тун. Давай, барабанная дробь. Тырырын-тын. Будет ли обманка с тем, что в самой красивой коробке Damn. самая хрень? Сэм. Я- Mystery. Черная женщина. Мистер. Но если там Прекрасный, колпак, да. Королева. Так, Куини. Волнители. давайте одновременно, может, откроем. Да, давайте, да. Так, самый говенный подарок. Самый. Что? Так. Почему я волнуюсь? А почему ты волнуешься? она боится, что там будет шутка расистская. Нет. Это как раз монолог. В начале монолога. Это подарок тебе. С кайфом. Так. Ого, там что-то, я пока не буду смотреть. Ждем. А вот этот журнал, он тоже... Это тоже чей-то подарок. Он в списке. Опа, а я знаю, чей это. Нифига себе. Ну, здесь книжки полюбас. Ну, Это потому по-любому что... от Сэма. Потому что есть там книжки. Если Ну ты же любишь книжки, нет? God bless you, brother. Так, Книжки. Не знаю. Я по обложке. Так, дамы и господа, открываем наши подарки. Тыры-ты-ты. Что у нас здесь? Так. Пыльник. как А кто это? Пыльник премьер. Монохром. монохром хорош. Ой, Брайан. Вау! Так он спортом не занимается. В смысле, Сэм? Нифига, это... Макарунки! Я это подарю своей девушке, братан. Смотрите на это чисто. Новогодний? Вау! Вот это я понимаю. это мне? Ребят, это просто мясо. Можно я переиграю, блин? О, тут что-то... Воу. Тут много всего. Воу. А, ты Подожди, точно. А интересно, а что это? Подарок. От кого этот подарок? Кто тайник? Кто подарил? Кто нам Так, подарил эти Я тоже хотел быть Ой, вот в этом, это чтобы было же- легко угадать. так, подождите. А ты прям собрал? Мне нравится. очень. Нифига себе, ты прям собрал. brother, ты Этот сказал, тип что мне я тебе- говорил, я не знаю, что подарить. А ты мне сказал, что я тебя Просто. системневался и так далее. А это что? Спасибо. здесь Это вот... послание. Как она называется? Там Пожалуйста. Я Белла, забыла. там письмо? Ручка? Это Не, как для... это Ручкой открыть. Покажи. The nigga that doesn't smoke. Лучший. Чтобы Нет. ты знал, это неправильное написание Айваски. Я присутствовал при, так сказать, зарождении этого бренда. И здесь смысл, что мы совместили Айаваска, который пишется Ауяуаска, Да. и логотип Кавасаки, самый первый старый. И взяли их шрифт и адаптировали слово Айаваска под него. То есть это даже не запрещено, то, что тут написано. И мне нравится вторая строчка. Let the bad times go. Да. Amen, amen. Но это просто Это кайф. мясо. Я вообще рада довольно. А у меня Спасибо, раз, спасибо, я Тайный тоже. А у меня Санта. книги. Спасибо и моему. Ребята, это как будто мне специально дарили, Так. потому что это light and dark. Ароматы чё ты- для а дома. книги кто-то Light хочет? and dark. Светлый и Давай темный. маленькую. Я тебе... Спасибо, Ты Тайне. уверен? Спасибо Тайному Санту.
Тайна Санта Thanks a просто. lot, он лучший. А кто-то хочет поменяться? Джак, Ладно, на самом деле... Джак, Угадайте, Микрофон. кто подарил эти... себе. Для микро, да. Пропустили Угадайте, эту кто токсичную подарил. движуху. Первая книга называется «Все рушится» от Чинуа О май Ачебе. гад. В смысле все рушится? Как раз Чинуа всё строится? Ачебе, нигерийский писатель, которого называли отцом африканской культуры. Вот она. Да. Вот они маркеры. Это И вторая Вот книга. эти две книги. Первая книга — это... Первый вот, книга, ты сказал? Книга. К кому? К книга. Первая книга — это книга, которую, как мне кажется, должен прочитать любой черный человек, неважно откуда он. Это книга, которая показывает, как жили наши предки, наши родители до прихода европейской цивилизации. Это история небольшой деревни в Нигерии, которая живет своей жизнью, и потом приходят европейцы, и меняется весь их уклад. А вторая книга «Корни» Да, это... «Корни» — это важнейший роман о судьбе чернокожих в Америке, недостающее звено так между угорал. «Хижиной дяди Тома» и текстами Кендрика Ламара. Мне кажется, я знаю, кто. Я подарил это в паре, потому что первая, скорее всего, ты прочтешь, и это быстрая книга с рассказами, а вот вторая даст тебе картину вообще того, как двигался черный человек. Макс, ты потом это то же сохрани. самое, как прочитать «Войну и мир». Дари Мне кажется, мне в после следующем тебя, году. наоборот, на черных репрессий устроят. Подумают, что тут что-то зарождается такое супер В смысле? Мы что-то затеваем. Да, мы что-то замышляем. Готовимся. Мы Готовимся. знакомимся с твоей культурой. Я охерел от жизни, пока я читал «Корни». В чем история этой книги? Это маленький мальчик, который растет то ли в Конго, то ли в Сенегале. Он растет свободным, его выхватывают, увозят в Америку. Он становится так называемым рабом. У него рождается ребенок, это третье поколение. Этот ребенок рождается на другой плантации. У этого ребенка рождается еще один ребенок. Он становится свободным. У этого ребенка рождается Алекс Хейли. И Алекс Хейли, он фактически изучил Алекс историю. Хейли — это автор. Автор, да. Ты Он сейчас изучил... Дикий ангел рассказываешь? Дикий ангел рассказываешь? То есть Алекс Хейли, изучая свою историю семьи, показал историю движения черного человека из Африки в Америку. Поэтому это классика, это классика. Что, загрузил всех, да? Как всегда? Не, все Ну, четко. это- Но классика — это музыка белых, брат. Напоследок, Вау. этот ролик выйдет в конце декабря, и 100% это традиция, которая есть в любой культуре, будь ты из Африки или из России. Эти пожелания, они, скорее всего, работают, любые тосты и пожелания, они работают в первую очередь на себя. Поэтому мне бы хотелось, смотря на следующий год, держа себя в уме, пожелать что-то людям. Что вы хотели бы пожелать людям в следующем 2024 году? Учитывая, что вы говорите это себе. Уйти еще больше в себя, найти все ответы собственные и не вестись на влияние отупленных масс, потому что сейчас накал во всем мире и очень много манипулирует любой информацией абсолютно. Вот. Поэтому если кто-то правда решил, что вот в этом году будет больше зарабатывать, у него будет лучший досуг, да, там, он хочет больше заботиться о семье, то первое, что нужно себе сказать, начни заботиться о самом себе. Никто тебя не поймет так, как можешь понять себя ты сам, соответственно. Довольно тупо, но все стойки со мной согласятся. Ты стоик? Ну, нет, потому что в наше время полный стоицизм как таковой, он не очень актуален, потому что все равно у нас теперь мнимое ограничение свобод и все такое непрямое. Стоицизм хорошо там процветает у невольных людей, да, но нужно не забывать, что мы отчасти все рабы как бы и капитализма, и всей вот этой истории. Рабы. Окей, я понял. Видишь, не получается от маркеров уходить, да? И считаю, что, смотрите в корень, смотрите вглубь себя, любите себя и свои желания. И все будет, все будет. Amen. Amen. Смотрите, как Белла переживать начала. Ты чего такое? Я желаю не вестись на провокации Запада, не слушать Байдена, потому что Байден, Макрон — это все одна шайка-лейка. Это наша кто? Одна шайка-лейка. Так.
А теперь... Любите мам, православие. И... Ну ты нормально держался же. Во-первых, Макс, давай в конце сними шапку. Покажи людям свою прическу. у меня причесон. Да посмотри сразу! Кто несет за это ответственность? У него прическа такая, будто Мартин Лютер Кинг, реально. Лютая прическа, он сидит в этой дурацкой шапке. Мясо же прическа была. Горшок. Вот мне не нравится, Голова не знаешь, ответила. то, что в Африке реально много смеялись над моей прической. А у тебя какая была? Но я делал всякие, как хочу, там, выбривал на голове всякую хрень, они же... Kanye West. Они Типа на самом... полосочки вот такие все? Ну не, вот типа такого же. И тоже все говорили, вот, что ты не сделаешь себе какую-то... А они пытаются сделать, как у белых, более прическу, Ну, типа. да, конечно. И они смеются, если ты помадкой не помазал кожу, если на тебе видно вот эти белые вот такие штуки. Да, потому что ну- у них... И типа меня так загнобили тем, что я вообще в России не видел даже, что надо. А ты Они загораешь? В плане, хожу ли я загорать? Не, ну, в общем... Конечно, я за лет загораю жестко. Мясо. Люди думают, что я негр, когда я загораю. Что я чернокожий, господи, извините. Да никто не Нет, обиделся. тебе можно. Можно. Муха, ты что пожелаешь? Ой. Чтобы у всех все было хорошо. Чтобы то, что происходит вокруг нас, как-то успокоило. Ну, должно остановиться. И про чего именно, неизвестно. Ну, короче, чтобы у всех все было очень хорошо. И как сказал Джек, чтобы найти себе сначала. Потому что, чтобы найти что-либо, надо сначала найти себе. Поэтому желаю каждого из вас найти сначала себя. Да. Факт. Find yourself first. Белла. Я хочу пожелать банального здоровья. Аминь. Это реально важно. Для этого нужно... А что нужно? Ну, отдыхать. Я вот тоже про такое, типа, нужно как-то себя беречь. Как будто все такие какие-то злые, все друг против друга. И как-то, я еще не знаю, может, не знаю, как сказать. Как будто нужно почему-то быть какими-то хищниками, что-то завоевателями, чтобы как-то двигаться. Я вообще вот такого бы Не не твой вайб. хотела. Да, такое. Хочется Peace на and love. чили как-то, да. Хочу, чтобы все себя берегли, и окружающих, вообще близких, друзей. Это очень важно. Окружение, мне кажется, определяет сильно. Поэтому, если вы чувствуете какой-то дискомфорт или чувствуете себя не на своем месте, сделайте шаг в сторону уверенно вообще. Такое желание. Amen. Ну, от себя. Мистер Адыгбия. Адыгби. Адыгбия. Адыгби. Что пожелаешь? Все Прикинь, реально, Адыгби. прикинь, вот мы же будем этот выпуск смотреть под Новый год. Да. Крутое ощущение будет. Не знаю, у меня всегда перед Новым годом такое Кстати, да. трепет Растрогали, новых пацаны. времен, Кстати, новых да. ожиданий каких-то. Ну, давай представь, что сейчас ты через какое-то время будешь смотреть этот выпуск, вот То, что идет за снежок. день до Нового года. Идет снежок, это когда белый тебя проходит, радует? ты так говоришь. Все, он вышел. Он прошел, все, можешь продолжать. Но вообще, потому что то, что происходит в России, то, что происходит в Украине, то, что происходит в Палестине, то, что происходит в Америке, то, что происходит в Европе, мы действительно будто бы... Вот моя мама последний... Когда все началось? Мне кажется, со времен короны моя мама мне всегда говорит: Samuel, we're in the final days. Сэм, мы в последних временах, скоро конец света. Нельзя... Будто бы вот ты смотришь за тем, что происходит, и думаешь, неужели это действительно происходит в жизни, а не в какой-то вымышленной компьютерной игре. Но я всегда маме говорю о том, что мы, во-первых, не знаем, когда это все это кончится. Я бы хотел пожелать на следующий год не сообразовываться вот этому вайбу. С эгрегором с этим не в унисон не петь. Конца света. Да, то есть не сообразовываться, потому что вот это время будто бы подталкивает тебя к мысли, что выживет только сильнейший. То, что ты должен ухватить свое, ты должен всех победить, ты должен быть... Не сообразовываться этому вайбу, не сообразовываться этим мыслям. Почему есть две энергии еще? Отойти в сторону можно. Вот для кого-то это отойти в сторону. Созерцать, типа, понаблюдать. Для кого-то это, наоборот, проявлять больше любви. Не нужно думать то, что если все накаляется, ты тоже должен накалиться. И самое большое пожелание для себя и для нас всех — это не терять надежду. По-моему, это такая вещь, которая нужна особенно в это время. Ну,
Нельзя терять надежду. Надежда и вера. Нельзя терять надежду. Вот что бы ты ни видел, нельзя терять надежду. Пусть надежда будет тем, что умрет последним. Даже учитывая Ну, в все... адекватном, пожалуйста, только ключе. Это же иллюзии. Что именно? Нет, надежда. Я так считаю. Если ты... Как это правильно сформировать? Вера как будто более конструктивно звучит, чем надежда в этом контексте. Потому что когда мы надеемся, мы перекладываем как будто это ожидание не на свои силы, а на то, что это откуда-то Ответственность за придет извне. А Может вера — быть, это цель. может быть, я цитирую, но я цитирую апостола Павла о том, что прибуду с нами вера, надежда и любовь. Ну, То есть ты решил процитировать того, кто насильственно навязал свою религию. Не, ну это... Я просто шучу, бро. Я просто шучу. Мы уже заканчиваем, я просто Но насыпаю это правда, будто бы вопросов. пока ты веришь, ты силен. Как только ты отпустил, как только ты сообразовался вот этой внешней информацией, ты начинаешь меняться в другую сторону. Поэтому вот вера. я верю в то, что в итоге вот этого духовной битвы, которая происходит в мире, победит добро. Я верю в это. Это единственное, что у меня есть. Если я перестану в это верить, меня не будет. Поэтому это мое пожелание не отпускать веру и не сообразовываться этому веку. Это был Juju People. А я не сказал. Ты сказал сказал Байден. Байдена. Все! Про Байдена это Все! шутка была, алло! У тебя был шанс. Я хотел сказать. все, давай. Все-таки я Последнее слово взорвался. за Максом должно остаться, я считаю. Максимус, давай быстрее. Да, ему тяжело. Сейчас мне надо чуть-чуть... Сформулировать на Просто русском. крупным возьмите Макса. Бро, мне уже жаль. 32, мне тяжело терпеть. Не, на самом деле, вот я как раз продолжу ту мысль, что мне супер нравится вот это ощущение. Мне сам Новый год, ну, типа, классный семейный праздник, но вот само ощущение Нового года, какая-то есть в этом сакральная эмоция. И мне сильно нравится вот именно канун Нового года. Новых начинаний, ожидания новых начинаний, новых этапов, эпох и тому подобное. И это супер круто. Я вот как раз, когда буду пересматривать этот ролик, выпуск, хотел бы пожелать, ну и всем зрителям Juju People найти свой дом и семью. И быть, потому что Красава! Я плачу, Эти. я не могу так. переживаниях, Красава. стрессах, ситуациях и так далее, дом сильно поддержит, и дом сделает тебя увереннее, сильнее, мощнее и даст тебе силы для того, чтобы ты выходил в мир. И дом может быть человек. Только И если дом ты не может быть дом человеком в престарелых. том числе. Жак Энтони! Жак Энтони! Это был момент. Juju People. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше больше. Всем пока. Черный юмор. Чао. Черный юмор!